Процесс неолитизации в Европе привел к серьезным технологическим и культурным сдвигам, которые включали в себя новые модели ведения хозяйства. Существуют две основные группы моделей, которые объясняют процесс неолитизации. Модели демической диффузии описывают неолитизацию как процесс колонизации земледельцами, который был движим экспоненциальным ростом населения, характерным для неолита. Вторая группа моделей оккультурации описывает процесс, в котором, по крайней мере, переход к земледелию мог практиковаться местными охотниками-собирателями после периода той или иной продолжительности взаимодействия с соседними пришлыми земледельцами. Последние генетические данные показывают, что неолитизация северо-западной Анатолии, Эгейского бассейна и через Дунайский коридор происходила главным образом за счет демической диффузии, то есть замены населения. Анатолийские земледельцы достигли Балкан и других регионов Юго-Восточной Европы в VII тысячелетии до нашей эры и впоследствии распространились дальше, через Средиземное море, а затем через Дунайский коридор, существенно вытеснив коренное мезолитическое европейское население. В отличие от Центральной Европы, области Восточной Европы, включая Украину, Молдову, Западную Россию и Румынию, не занимались сельским хозяйством до позднего неолита, около 4500 года до нашей эры. Хотя различные оседлые и полуоседлые группы охотников-собирателей этих регионов начали использовать глиняную посуду еще с 8500 года до нашей эры. Археологическая общность Триполье-Кукутень представляет собой группу нескольких взаимосвязанных археологических культур среднего неолита и неолита на территории ряда областей современных Украины, Молдовы и Румынии. Этот комплекс простирается от Южных Карпат до Днепра и назван в честь типовых памятников Кукутень в Ясе, Румыния, и Триполье Обуховского района Киевской области. Культуры Кукутень и Триполье имеют общие корни в культуре Прикукутень. Самые ранние стоянки археологической общности Триполье-Кукутень обнаружены в предгорьях Карпат, а самые ранние радиоуглеродные даты от периода Прикукутень-2 относятся примерно к 4800 году до нашей эры. Археологическая общность Триполье-Кукутень возникла в результате взаимодействия нескольких дунайских неолитических групп, о чем свидетельствует сходство в строительстве домов, керамических стилях и производстве каменных артефактов. После возникновения этого культурного комплекса в Карпатском предгорье археологическая общность Триполье-Кукутень расширяла свой ареал и в конечном итоге заняла территорию, охватывающую большую часть современных территорий Украины, Молдовы и Румынии. Первые раннетрипольские, Триполье-А, стоянки отошли от культуры Прикукутень около 4500 года до нашей эры в долине реки Днестр. Более поздние перемещения населения, происходящие со среднего периода, Триполье-Б1, и далее, привели к тому, что трипольская культура распространилась на Волынь на западе и Днепр на востоке. Считается, что эта территориальная экспансия была вызвана в первую очередь демографическим ростом, связанным с успешной стратегией земледелия и животноводства, с поиском новых пахотных земель для возделывания. Однако некоторый рост населения мог быть результатом включения в состав трипольцев местных групп охотников-собирателей, например, представителей буго-днестровской культуры. Другим каналом увеличения населения могла быть оккультурация переселенцев после краха неолита в Румынии, Венгрии и Болгарии. В средние и поздние периоды трипольской культуры Триполье от Б2 до С1, 4100-3400 года до нашей эры, некоторые группы трипольской культуры основали чрезвычайно крупные поселения в Центральной Украине, которые достигали размеров от 100 до 320 гектар. Быстрый демографический рост трипольцев на рубеже 4-го тысячелетия до нашей эры потребовал освоения новых территорий, ускорив миграцию в ранее периферийные районы. Гипотезы возникновения мегапоселений разнообразны. Они могли быть защитным ответом на угрозы, исходящие от степных скотоводов, или же от конкурирующих популяций внутри самой археологической общности Триполье-Кукутень. Они могли и просто быть временным эпизодом компактного скопления поселений из-за крупномасштабной миграции из Приднестровья.
Однако, несмотря на высокую плотность поселений в Западной и Центральной Украине, здесь обнаружено крайне мало захоронений. Лишь несколько кладбищ позднетрипольского периода были раскопаны в 1960-х и 1970-х годах, например, Чапаевка на территории Украины и Выхватинцы в Приднестровье. Хотя эти памятники дают некоторое представление о погребальных обрядах трипольцев, они ограничены по временному охвату и не подвергались современным лабораторным исследованиям. Чтобы лучше понять происхождение, связи и разнообразие населения археологической общности Триполье-Кукутень, авторы исследовали палеоантропологические образцы из 3 камер на участке пещеры Вертеба в Тернопольской области Украины, одном из немногих мест, где они обнаружены. Результаты методами масс-спектрометрии углерода-14 из останков людей и фауны указывают на присутствие трипольцев в пещере Вертеба в интервале между 3950 и 3520 годами до нашей эры. По данным керамических комплексов, присутствующих в пещере, и результатам жидкостно-сцинтилляционного метода анализа углерода-14 с более низким разрешением, можно предположить, что заселение продолжалось в течение некоторого времени в период позднего Триполья, С2, и перехода к раннему бронзовому веку. Помимо этого, масс-спектрометрия также выявила отложения в разных местах пещеры, относящиеся к мезолиту 7950-7490 годы до нашей эры, бронзовому веку, железному веку и средневековью. Останки людей были извлечены из 3 отдельных камер пещеры: участок 7, участок 17 и участок 20. Каждая из этих камер содержит материальную культуру, соответствующую археологической общности Триполье-Кукутень. Однако захоронения в пещере носят вторичный характер, а нарушения, вызванные деятельностью человека в древности и процессом перемешивания осадков с животными и растениями, усложняют реконструкцию использования пещеры и хронологию. Большинство изученных образцов в этом исследовании происходят из участка 7, который был подробно задокументирован с помощью анализа керамики и радиоуглеродного датирования. Причем пик использования этого участка древним населением датируется периодами С1 и С2 трипольской периодизации, около 3900-3350 годов до нашей эры. Интерпретации использования пещеры разнообразны. В качестве временного убежища, места проведения ритуалов или же погребения. Имеются дополнительные сведения, подтверждающие гипотезу о жертвах конфликтов или же человеческих жертвоприношений. Палеогенетика трипольской популяции до сих пор включала анализ однородительских маркеров митохондриальной ДНК и полногеномный анализ 8 представителей трипольской культуры. Митохондриальные гаплогруппы, типичные для древних евразийских земледельческих групп H, HV, T, K, J, выявлены у образцов из всех 3 камер пещеры. В одной из камер обнаружена гаплогруппа W, характерная для степных популяций, связанных с культурами шнуровой керамики и унитицкой культуры Среднего Поволжья. Полногеномный анализ представителей археологической общности Триполье-Кукутень показал, что предковые генетические компоненты, преимущественно 60-80%, относятся к ранненеолитическим земледельческим группам, подтверждая, что ранние земледельцы, заселившие Западную и Центральную Украину, в значительной степени происходили из той же исходной популяции, что и земледельцы Анатолии и Западной Европы. Оставшиеся 40-20% предковых компонент определены с меньшей достоверностью. Авторы работы 2018 года показали, что этот наследственный генетический компонент присутствовал у западных и восточных охотников-собирателей, населявших этот регион в эпоху неолита. Полногеномные данные 4 человек, происходящих из 2 разных памятников на севере Молдовы, поздний трипольский период, 3500-3100 года до нашей эры, то есть на 5 столетий моложе пещеры Вертеба, выявили у них значительный вклад степного населения, хотя и в разных пропорциях. Это может быть объяснено постепенной ассимиляцией местных мезолитических и неолитических групп охотников и собирателей трипольским населением, жившим на территории современной Молдовы и Приднестровья. Ареал трипольцев расположен таким образом,
что они контактировали как с центральноевропейскими, так и со степными популяциями. Археологические свидетельства взаимодействия с населением степей обнаруживаются в закаленной глиняной посуде. Некоторые из них выглядят почти идентично керамике, найденной в степях, в то время как другая керамика сочетает закалку с декоративными мотивами трипольцев. Обнаружены и символические предметы, находящиеся под влиянием или непосредственно импортированные из степных сообществ. Например, каменные булавы обнаружены на некоторых стоянках Среднего и Позднего Триполья. Обмен глиняной посудой очевиден уже в Триполье Б2. Несомненно, существовала определенная степень взаимодействия между трипольским населением и днепродонецкой культурой, в то время как взаимодействие трипольской культуры и последующей ямной, вероятно, было очень кратким. Тем не менее, некоторые трипольские популяции, вероятно, находились в постоянном контакте со степными популяциями. После 3400 года до нашей эры трипольские мегаполисы были в значительной степени заброшены. Причина этого широко обсуждалась. Одна из гипотез – усиление конфликтов из-за расширения степных культур на запад. Такая гипотеза может найти подтверждение в частых свидетельствах насильственной смерти в пещере Вертеба. В данном исследовании авторы реконструировали последовательности генома 20 человек, 8 женщин и 12 мужчин, захороненных в пещере Вертеба. 8 образцов датированы масс-спектрометрией углерода-14 в интервале от 3790 до 825 годов до нашей эры, что соответствует трипольской культуре и позднее. 6 человек, образцы Верт-035, Верт-106, Верт-031, Верт-100, Верт-104 и Верт-015 датируются поздним энеолитом 3790-3535 года до нашей эры. Один Верт-113 из зоны 7 датируется средним бронзовым веком 1960-1770 годы до нашей эры, и один из зоны 17 Верт-114 датируется поздним бронзовым веком 980-825 годы до нашей эры. Используя полученные данные, авторы задались целью ответить на ряд вопросов. Первый. Есть ли доказательства метисации с местными охотниками и собирателями, как было предложено в предыдущих работах? Второй. Используя расширенный набор данных, можно ли уточнить неолитическую предковую составляющую трипольцев? Сходны ли они с ранними земледельцами из Анатолии, представителями культуры линейно-ленточной керамики или иными? Третий. Поскольку трипольцы жили в непосредственной близости от степных популяций, есть ли доказательства генетической близости к ямной или к более ранним степным популяциям? И четвертый. Имеет ли население более позднего бронзового века, заселившее регион, генетическую преемственность с представителями археологической общности Триполье-Кукутень из пещеры Вертеба? Полученные результаты. Кстати, хотелось бы поблагодарить Елену Владимировну Балановскую и Надежду Маркину за помощь в написании обзора, а также порекомендовать сайт genophond.rf, который и так знаком многим зрителям канала. Но кто не знает, добро пожаловать. Текстовые варианты обзоров, и не только моих, можно будет почитать на этом сайте. Однородительские маркеры митохондриальной ДНК и Y-хромосомы. Проанализированные образцы эпохи энеолита относятся к гаплогруппам митохондриальной ДНК T2b, HHV, K1, N1, G1, U5 и T2C. У представительницы среднего бронзового века определена гаплогруппа HV, типичная для таких неолитических культур, как культура линейно-ленточной керамики к востоку от Дуная, Альфёльда, а также для жителей европейского бронзового века. Представительница позднего бронзового века демонстрирует гаплогруппу T2, также связанную со многими культурами бронзового века. В целом эти гаплогруппы обычно встречаются в европейских популяциях эпохи неолита и бронзового века. У мужчин выявлены гаплогруппы Y-хромосомы J2A, C1A и I2, более подробно в таблице.
которые также были выявлены в популяциях неолита и бронзового века Европы. При этом, как гаплогруппа митохондриальной ДНК, так и гаплогруппы Y-хромосомы всех образцов из вертебы полностью согласуются с ранее опубликованными данными. Полногеномные данные. На график анализа главных компонент вместе с 20 геномами из пещеры Вертеба авторы поместили 729 представителей современных популяций из Европы, а также 478 ранее опубликованных древних генома. 18 из 20 человек из Вертебы тесно связаны с европейскими популяциями эпохи неолита и энеолита. Культуры линейно-ленточной керамики, средний и поздний неолит Центральной Европы, а также трипольцы из Молдовы. Анализ главных компонент также показал значительное сходство между 18 новыми образцами из Вертебы и 4 другими трипольцами из более ранней работы, также обнаруженных в пещере Вертеба. Поэтому их объединили в 22 образца, пометили на графике как Вертеба-триполье и в дальнейшем проанализировали совместно. А вот 2 генома бронзового века являются явными исключениями. Образец Верт-114 попадает под разнообразие представителей культуры колоколовидных кубков и, по-видимому, занимает положение, близкое к чешской, венгерской и польской группам этой культуры. А образец, обозначенный как Верт-113, близок к европейским популяциям культур шнуровой керамики и срубной, демонстрируя значительное сходство со степным населением. Сразу стоит отметить, что статистический анализ указал на отсутствие доказательств связи со срубной культурой. При этом все 22 трипольца из пещеры Вертеба содержат наследственный компонент, доминирующий у представителей анатолийского неолита. Это указывает на явную связь с европейскими неолитическими популяциями, как, собственно, и было показано в предыдущих исследованиях. Однако эти образцы также демонстрируют присутствие компонентов восточных, кавказских и западных охотников-собирателей. Лишь один образец, АИ-3151, по-видимому, не имеет предков восточных кавказских охотников-собирателей. В геноме образца эпохи поздней бронзы, Верт-114, укладывающимся в разнообразие представителей культуры колоколовидных кубков, преобладает компонент анатолийского неолита, но также выявлен значительный компонент восточных охотников и собирателей. А геном среднего бронзового века, Верт-113, демонстрирует высокую степень сходства с геномами культуры шнуровой керамики и ямной культуры. При этом, хотя моделирование геномов трипольцев свидетельствует об их связи со степными популяциями, статистически они не связаны с популяциями ямной культуры из ареалов современной России и Украины. Моделируя величину вклада различных основных предков, которые могли бы внести свой вклад в генетический портрет трипольцев, показано, что 40% вклада связано с анатолийским неолитом, 20% с западными охотниками-собирателями и 40% с кавказскими охотниками-собирателями. При этом охотники-собиратели юго-восточной Венгрии, Кёрюш, являются источником западных охотников-собирателей у трипольцев из Вертебы. Также неолит Украины и западные охотники-собиратели являются 2 вероятными источниками генетического пласта, связанного с охотниками и собирателями для трипольцев из Вертебы. В дополнение к смоделированному компоненту Венгрия, поздний энеолит, ранний бронзовый век, ямная. Это также указывает на очень незначительное присутствие среди предков трипольцев местных охотников-собирателей. Кстати, обратите внимание, как происходит замена популяций на одной и той же территории, и как сильно современные популяции отличаются от древних, вопреки распространяемым мифам. Также стоит отметить, что большинство трипольцев из пещеры Вертеба не имеют статистически значимого сходства с молдавской популяцией археологической общности Триполье-Кукутень, но этих различий недостаточно, чтобы считать их разными популяциями. Образец среднего бронзового века Верт-113 является единственным, который демонстрирует четкий сигнал степного происхождения. Причем наблюдается большая близость к ямной культуре с территории России, а не Украины. Кроме того, это единственный образец, который демонстрирует большую близость к представителям неолита на территории Украины, а не к западным охотникам-собирателям.
В его геноме фиксируется до 33% вклада неолита Украины и 66% кавказских охотников-собирателей, что подтверждает большую долю степного происхождения. Образец позднего бронзового века, Верт-114, генетически близок к геномам колоколовидных кубков на графике главных компонент и при моделировании примесей. Однако, хотя модель с популяцией колоколовидных кубков в качестве единственного источника работает, есть и модели двух источников, включающие 60% представителей шаровидных амфор с территории Украины и 40% степных популяций. Авторы также исследовали возможную связь генома поздней бронзы из вертебы и кемерийцами, которые обосновались на территории современной Украины около 1000 года до нашей эры. Однако геном из вертебы оказался значительно ближе к носителям культуры колоколовидных кубков, чем к кемерийцам. Анализ близкого родства в изученных геномах. Размеры гомозиготных участков ДНК указывают, что обитатели вертебы жили в довольно многочисленных популяциях. Исключением стал образец Верт-100, предки которого, вероятно, были родственниками. Фенотипические и биохимические особенности. Ни один из проанализированных людей пещеры Вертеба не обладал толерантностью к лактозе. Лишь 2 человека, видимо, были темноглазыми, но остальные обладали ДНК-маркером RS-129-13-832, связанным с голубым цветом глаз. Обсуждение. Генетический анализ 20 человек из пещеры Вертеба, которые датируются 4-м, 2-м и 1-м тысячелетиями до нашей эры, выявил важные генетические изменения как в раннем бронзовом веке, так и в позднем. Эти датировки подтверждены радиоуглеродным датированием образцов 8 человек, поскольку пещера Вертеба многократно использовалась человеком, начиная с мезолита. Предыдущие анализы митохондриальной ДНК представителей археологической общности Триполье-Кукутень показали их близкое родство по материнской линии с популяциями раннего неолита, гаплогруппы H, HV, T, V, J и K. И в новом анализе, за исключением 2 человек с гаплогруппой U5A, все остальные 18 человек имеют гаплогруппы, сходные с неолитическим населением Центральной Европы. Это разнообразие митохондриальной ДНК резко контрастирует с населением более ранних неземледельческих неолитических памятников на территории Украины, которые имеют только гаплогруппу U, указывающую на преемственность с мезолитическими охотниками-собирателями. Разнообразие гаплогрупп митохондриальной ДНК предполагает, что местное население в значительной степени было заменено населением, связанным с трипольской культурой. Большинство представителей вертебы имеют Y-гаплогруппу G2A2, которая широко распространена среди европейцев эпохи неолита, связанных с Анатолией. Другие выявленные гаплогруппы C1 и I2 также обнаружены среди европейских неолитических популяций. Это указывает на миграцию и мужчин, и женщин, что контрастирует со степными миграциями во время бронзового века. Данные популяционной генетики показывают, что люди, похороненные в пещере Вертеба в эпоху позднего энеолита 3790-3535 годы до нашей эры, генетически похожи на другие ранее проанализированные геномы из Молдовы. Эти наблюдения в целом предполагают, что люди энеолита археологической общности Триполье-Кукутень произошли от того же или близкородственного населения, которое распространило неолит по большей части Европы и практически без признаков метисации с более ранним мезолитическим или неолитическим населением с территории современной Украины, связанным с охотниками-собирателями. Фактически большинство трипольцев могут моделироваться и неолитическими популяциями из Европы, имеющими степное происхождение. Однако 4 из 20 человек могут быть смоделированы как трипольцы из Молдовы. Результаты моделирования предполагают, что существовали различия в составе предков трипольцев, которые могут быть связаны с долей охотников и собирателей. Хотя, как отмечалось выше, эта изменчивость недостаточно существенна, чтобы разделить людей с разных участков на разные популяции. При этом
Источником генетического пласта, унаследованного от охотников-собирателей у трипольцев, являются в основном западные охотники-собиратели. Значительная часть предков западных охотников-собирателей, обнаруженная у трипольцев, до 18%, может быть связана с увеличением доли этого компонента и в других популяциях среднего неолита Центральной Европы, вероятно из-за смешения с популяциями на Западе, которые уже имели более высокий компонент западных охотников-собирателей, полученный от неолитических групп, связанных с Анатолией, до возникновения археологической общности Триполье-Кукутень. Это также указывает на то, что неолитические популяции охотников-собирателей на территории Украины не внесли большого вклада в происхождение трипольцев. Кроме того, как и в Молдове, выявлен генетический вклад степного происхождения, но в Вертебе он ниже. Это может быть связано с их разными датировками, если предполагать непрерывный импульс движения с востока на запад, постепенно увеличивающий связь с ямной культурой в течение 4-го тысячелетия до нашей эры. А вот геном из среднего бронзового века, Верт-113, 1960-1770 годы до нашей эры, значительно отличается от более ранних трипольцев. Для него характерен больший вклад кавказских охотников-собирателей ямной и восточных охотников-собирателей. Результаты предполагают связь между геномом Верт-113 и представителями культуры шнуровой керамики из Польши. Кроме того, это единственный геном, который ближе к неолиту Украины, чем к западным охотникам и собирателям. Это позволяет предположить, что популяция, возникшая во втором тысячелетии до нашей эры, возможно, имела общие черты с популяциями неолита на территории Украины. Интересно, что у генома поздней бронзы, Верт-114, нет значимой связи с геномом средней бронзы, Верт-113. Геном Верт-14 предполагает связь с культурой колоколовидных кубков, несмотря на то, что этот человек почти на 1000 лет моложе конца этого надкультурного феномена и с датировкой ближе к кемерийцам или скифам. Это подтверждает данные, приведенные в более ранних работах, о притоке западного населения в степь в конце бронзового века. Однако для понимания более полной картины необходимо получить еще больше образцов разных периодов из этого региона. Результаты новой работы имеют важное значение для понимания процесса неолитизации в Восточной Европе. Поскольку население археологической общности Триполье-Кукутень распространилось с современных территорий Румынии и Молдовы в лесостепные районы Западной и Центральной Украины, оно должно было вступить в контакт с населением, связанным с местной бугоднестровской культурой, чья система жизнеобеспечения была сосредоточена главным образом на охоте, рыбалке и собирательстве. Эта группа, вероятно, представляла собой потомков мезолитических охотников и собирателей. Анализ генома населения пещеры Вертеба предполагает, что местные мезолитические охотники-собиратели не внесли существенного вклада в генофонд более поздних трипольцев. Иными словами, процесс неолитизации на территории Западной Украины был в большей степени результатом миграции, демической диффузии, а не принятия местными жителями практики земледелия, оккультурации. Результаты также подтверждают гипотезу длительно существовавшей границы между оседлыми земледельцами лесостепной зоны и соседними кочевыми скотоводами из причерноморской степи. Эта граница характеризуется резкими контрастами в материальной культуре и способах жизнеобеспечения и, вероятно, сохранялась благодаря этим факторам и языковым различиям. Отсутствие метисации на этой культурной границе является ключом к пониманию контекста, в рамках которого произошла миграция представителей ямной культуры. В целом результаты показывают, что пещера Вертеба представляет собой важный погребальный комплекс, соединяющий Восток и Запад. Генетическая структура представителей археологической общности Триполье-Кукутень включает предковые компоненты, связанные как с более ранними западными охотниками-собирателями, так и с земледельцами Ближнего Востока, а также те, которые генетически отличаются от предков молдавских представителей этой общности. Отсутствие местных предков, связанных с охотниками-собирателями эпохи неолита, на территории современной Украины предполагает, что эти земледельцы
в основном заменили местных охотников-собирателей и не смешивались с соседними степными популяциями. Кроме того, в течение Бронзового века пещера Вертеба использовалась последовательными волнами кочевников-скотоводов с востока, которые в конечном итоге принесли значительные генетические, а также культурные изменения в Европу и в конечном итоге смешались с местными потомками населения трипольской культуры. Дополнительные генетические данные из этих и более поздних временных периодов позволят дополнить картину, а также ответить на вопросы хронологии и, возможно, указать причины краха трипольской культуры. А я, как обычно, на этом не прощаюсь и желаю всем мира и хорошего настроения, а также в очередной раз напоминаю про поддержку автора канала, особенно после болезни.